Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас в моем новом очередном осеннем влоге. В последнее время нету свободной минутки, чтобы вот так вот для вас снять какое-то такое полномасштабное видео, но постаралась сделать нарезку из того, что происходит в моей жизни. Вы знаете, что иногда случаются такие периоды, когда человек бежит, или просто даже нету настроения снимать, или даже не настроения, а силы снимать и что-то говорить. Вот иногда у меня появляются сейчас такие моменты. И все-таки надеюсь, вам будет интересно провести несколько минут вместе со мной. Итак, поехали. Уже праздники на носу, и мы, как и все, готовимся. Уже некоторые кладбища мы посетили, те, которые находятся далеко за городом, так что там мы уже навели порядок. Ну и теперь нам уже остается совсем немножко. А то, что будет впереди, я вам буду показывать. И в предыдущих роликах, в прошлых годах я вам показывала, как мы празднуем праздник всех святых. Ну и в этом году тоже. Кто хочет посмотреть, как это было в прошлом году, обязательно заходите, ищите ролики на канале. А в этом году я также с вами пойду на кладбище и покажу вам, как это выглядит в этом году. Есть такая традиция в Польше давать перед праздниками всех святых за упокой твоих усопших родственников, ну и кого ты хочешь, родных, знакомых. И эту информацию нужно принести и оставить на карточке в храме. Вот покажу вам новинку. Открыли новый зал. Он называется «Бастион». Вот такое средневековое старое помещение переоборудовали в такой прекрасный зал. Я не знаю, что здесь будет проходить, какие-то религиозные мероприятия, но вот так вот использовали старинную конструкцию. Видите, сверху есть такие отверстия как бы для ведения боя. Я думаю, бастион, вот эти вот окна для того, чтобы стрелять. А остальную территорию вот так красиво оборудовали. Очень так атмосферно. Хотя ничего особенного посмотреть здесь нету, но находясь вот здесь внутри, все-таки такая какая-то специфическая атмосфера. Есть подсветка, есть всякие на стене также экспонаты, но ничего здесь такого исторического в этих экспонатах нету. Просто вот такой, как бы сказать, смысловой декор. Но посмотрите, нужно отдать должное, все сделано очень красиво. И я набрела вот на такую выставку и просто потеряла дар речи. Эта выставка представляет собой разные иконы, но посмотрите, как они выполнены. Из каких материалов. Оказывается, из шурупчиков, болтиков, еще каких-то таких вот гаечек можно выложить вот такие иконы. Я просто в шоке. Вот фантазия и креативность людей, смотрите, вот такие обыденные вещи можно пустить на такое дело. И оно совершенно смотрится издалека очень даже так, как бы сказать, как серебро. Вот я стою, любуюсь и смотрю, как это, ну, какая у людей фантазия и мастерство. И также ответ на вопрос, почему я не праздную Хэллоуин, у меня тоже есть ролик в прошлом году, где я подробно объясняю, почему я не присоединяюсь к этому празднику. Вот была сейчас в саду, и у меня зацвели осенние цветы. Решила сделать себе такой осенний декор на столе. Ну, слепила из того, что было, но получилось неплохо. И поэтому уже такое будет осеннее настроение дома. И все-таки оно цветное такое, теплое. Не обязательно бежать куда-то покупать неизвестно какие цветы. Я сторонник для того, чтобы красоту создавать из того, что есть под рукой. В этом году, как и в прошлом, мы опять выбрались на прогулочку. И уже у нас присмотрены места, где мы каждый год собираем шиповник. Вот так на целую зиму насушим и потом вдоволь пьем. Место классное, далеко от дорог, далеко от всяких промышленных
пунктов, так что здесь тишина, покой и экологически чистое, можно сказать, место. Осень в этом году просто сногсшибательная, много солнца, много прекрасных красок, очень тепло, даже я сказала бы по-летнему, поэтому на прогулки выходить огромное удовольствие. Такая осень была, я помню, в последний раз в 2019 году перед пандемией. Тогда тоже октябрь и начало ноября были довольно теплые. Ну и в этом году просто роскошь. Вот мы во время прогулки вышли на такой бункер со времен Второй мировой войны. Здесь польские солдаты вели оборону в 1939 году, и была соответствующая табличка для того, чтобы люди, соответственно, здесь себя вели и понимали, что здесь место боевой славы. Вот. Но было все очень культурно, красиво и чисто. Сегодня мы набрели сюда еще раз, и все здесь, как видите, можно сказать, уничтожено. Такое какое-то неприятное впечатление, куча мусора, и даже вот эту табличку не пощадили. И вот еще один прекрасный пейзаж. Падают желтые листья, нету ветра, тепло и солнечно. Друзья, если у вас еще такая погода, обязательно выходите и наслаждайтесь. Ну и вот сегодня 1 ноября, я обещала, что пойду с вами на кладбище. Кого интересует, как в Польше выглядит этот праздник, зайдите ко мне на канал, в прошлом году я снимала видео днем. Вот мы приехали на кладбище, огромный паркинг, огромная парковка. Посмотрите, уже темно, но миллион машин, очень много, и движение такое. Смотрите, приезжают, уезжают, люди ходят. То есть жизнь кипит, хотя уже и вечер. Но в этом году я приехала сегодня специально сюда вечером для того, чтобы заснять вам ту атмосферу, которая царит на польских кладбищах в День всех святых вечером. Днем на этих кладбищах проходят святые мессы. Люди уже, наверное, не сегодня, но предыдущие дни, но те, которые доезжают и в этот день, убирают могилы, приносят цветы, зажигают лампадки. Видите, под кладбищем идет бойкая торговля, даже уже темно, но все равно товар есть, и все, что нужно, можно здесь купить, если кто-то не успел или ему не хватило. И вот обычно утром, ну это зависит от кладбища, где какая община, где какие традиции. Иногда по деревням это обычно утром идет такая святая месса, и тогда люди, которые приходят, они стоят около своих могил, и священник, ну как сказать, ведет службу за упокой душ, которые здесь покоятся. Вот. На некоторых есть место и после обеда. Это надо узнавать. А вечером, вот посмотрите, мы идем, вот посмотрите, сколько людей. Все, иногда бывает так, что люди придут на протяжении дня, постоят, помолятся во время святой службы, а вечером приходят еще раз, как раз из-за этой атмосферы, которая здесь царит. Это что-то неописуемое, потому что огней здесь, наверное, миллион. И когда вот темно, все они горят, и как будто бы такое впечатление, что вот оживают души людей, которые здесь покоятся. 1 ноября в Польше – это праздник всех святых. То есть, так как гласит название этого праздника. А следующий день, 2 ноября, он называется День задушный. Это как раз день, как сказать, душ всех таких простых смертных людей. И вот так случилось, что выходной день дают в Польше как раз 1 ноября, вот сегодня, когда День всех святых. А второй день, он тоже как бы обязывает тогда молиться за своих родственников. Но, к сожалению, это день рабочий, и поэтому все приходят на кладбище в день всех святых. А кто может себе позволить на то, кто живет близко, те приходят и 2 ноября. Обратите внимание, сколько этих лампадок, но мне иногда кажется, что это все-таки перебор, потому что раньше такого изобилия огромного не было. Ставили 1, 2, 3. Но здесь можно насчитать даже на одной могиле по 25. Конечно, это, возможно,
ну, и что приходят разные родственники, каждый по одному поставит. Но на некоторых могилах видно, что укладывают такие целые композиции, потому что, как сказать, определенное количество лампадок такой формы уставлены так, как бы в определенном порядке. Видно, что это делал один человек. Конечно же, это сейчас выглядит очень и очень красиво. Вот, смотрите. Но если, я так думаю, подумать о окружающей среде, и это все потом надо будет где-то утилизировать, конечно же, это огромное количество. И вот это одно такое большое кладбище, а сколько их на территории всей Польши. Ну, это такие мои рассуждения. Некоторые меня могут за это скритиковать. Вот. Но мне кажется, что должно быть не количество, а качество. Лучше больше помолиться за душу умершего, ну, чем вот наставлять огромное количество лампадок. Ну, это мое такое мнение. Я не буду никому его навязывать. Надеюсь, мне удалось немножко вас очаровать той такой, я не скажу сказочной, но такой как бы не то чтобы волшебной, но необычной атмосферой, которая царит в этот день на кладбище. Поэтому, друзья мои, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь, если вы еще не подписаны, и обязательно возвращайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.